Всем привет, друзья! Начинаем проходить модификацию на Сталкер Тень Чернобыля. Фотограф. Скачать мод можно по ссылке в описании. Также все серии по данной модификации буду добавлять в плейлист, ссылка на который будет также в описании. И, друзья, давайте попробуем набрать под этим видео хотя бы 20 лайков. Это будет отлично. И как только все это дело наберется, выйдет следующая серия. Друзья, давайте проявляйте больше активности под видосом, добавляйте в плейлист к себе, смотреть позже, оставляйте комментарии, лайки, досматривайте дольше, оставляйте просто просмотр на фоне где-то, чтобы время просмотра было побольше. В данный момент это важнее, чем даже лайки. Так что давайте начнем. Приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну и начинаем новую игру. К концу первого десятилетия 21 века энергетический кризис достиг своего апогея. Ведущие мировые державы, крупные нефтяные и газовые корпорации начали тайную, очень активную и беспощадную борьбу за выживание в условиях острейшей нехватки природных ресурсов. С одной стороны, огромные средства начали вкладываться в разработку сверхтехнологий по получению искусственных энергоносителей. С другой стороны, ускоренными темпами форсировался поиск альтернативных природных источников энергии и топлива. По обрывочным и подчас до конца непроверенным сведениям, в зоне отчуждения много лет назад, образованной вокруг Чернобыльской АЭС, появилось нечто, что вырабатывает колоссальную и неизвестную до настоящего времени энергию. Это нечто находится где-то в самом сердце зоны, в саркофаге ЧАЭС. Кто-то приписывал этому источнику внеземное происхождение, кто-то был уверен в том, что это результат последствий аварии 12-летней давности. Но как бы там ни было, спецслужбы многих стран мира при поддержке своих правительств, крупнейшие научные институты, террористические организации и просто влиятельные олигархи начали втайне друг от друга засылать в закрытую зону небольшие разведгруппы и агентов-одиночек с целью получить первыми доступ к источнику бесплатной и неиссякаемой по своей сути энергии. Началась скрытая гонка за господство на мировом энергетическом рынке, и было очевидно, что тот, кто первым доберется до цели, впоследствии будет безгранично править миром. Одним из таких наемных агентов стал наш герой, опытный военный корреспондент и разведчик по прозвищу Фотограф, прошедший огонь и воду во многих горячих точках планеты. Он был нанят руководством Объединенных Миротворческих Сил, выполняющих функцию контроля за периметром зоны отчуждения. Задачей агента было тайно проникнуть вглубь зоны и получить как можно больше достоверной информации, не только о спецгруппах и агентах-одиночках, но и по возможности выяснить, что же на самом деле представляет из себя этот мифический и такой желанный для всех источник энергии. Миротворцы, поддерживаемые многими общественными организациями и их сторонниками, были уверены в том, что скрытое противостояние сверхдержав, крупнейших корпораций и террористов в погоне за властью на мировом энергетическом рынке и, как следствие, безграничном политическом, экономическом и военном влиянии может в итоге привести к печальным последствиям, а может быть даже к полному краху для всего человечества. Руководствуясь такими принципами, они стремились не допустить подобного исхода. Так, смотри, конечно же, тут у нас музыка, и мне придется выключать в таких моментах звук вообще, пока играет музыка, так как я просто не смогу вырезать. Ну, могу, конечно, но это придется очень много времени потратить на монтаж и так далее. В общем, будет проще так. А радио выключить в игре, музыку не получается никак, я искал, не нашел, в общем. Если кто в курсе, может подсказать, будет здорово. Это намного упростит прохождение. Ну что ж, в общем, начинаем прохождение сюжета. Ну что ж, и, в общем-то, позвал нас этот генерал Смит поболтать. Здравия желаю, вы генерал Смит? Да, это я. Ну что, фотограф, очухался?
Да, голова гудит, ничего не помню. Помню только, как подлетали на вертушке к базе, и потом вспышка, и вот я перед вами. Вертолет, на котором вы сюда летели, попал в зону высокой аномальной активности и рухнул недалеко от нашего блокпоста. Счастливчик ты, единственный в живых остался, остальные погибли. Ты контуженный пролежал в отключке более суток. Вот такие вот невеселые дела. Все, что удалось спасти из твоих вещей, находится в этой комнате, в металлическом ящике у окна. Иди забери все спасенное добро, а потом поговорим о делах. Да? Вот ведь история. Спасибо вам, пойду посмотрю, что уцелело из моих вещей. Ящик генерала Смита. Так, ну хорошо, давай посмотрим. В общем, тут у нас курточка, бинокль, нож. Тактический КМ-2000 состоит из на вооружении Бундесвера. Превосходный экземпляр ножа для выполнения боевых и хозяйственных работ в условиях сурового быта диггера. При правильном использовании не раз спасет жизнь и сбережет здоровье. Да. И кольт фотографа. Уникальный кольт ручной работы, рукоятка отделана слоновой костью с позолотой, детали корпуса также инкрустированы золотом, имеет повышенную износоустойчивость и убойность. Вот такие дела. Такой вот экземпляр, довольно-таки хорошее оружие. Спасибо за спасенные вещи, генерал. Особенно за мой именной кольт и кинжал. Это все, что удалось спасти? Не стоит благодарности, солдат. А чего еще из твоих вещей не хватает? Остальные вещи большой ценности не представляют, кроме еще двух. Цифровой камеры и электронной записной книжки. И их не было при мне. Со мной была походная кожаная сумка, вот в ней, кроме всего прочего, лежала камера и блокнот. Она точно была, когда я из горящего вертолета выпрыгнул. Нет, когда тебя вытащили, то никакой сумки при тебе вроде не было. А все, что было, мои бойцы аккуратно сложили потом в этот ящик, и никто ничего оттуда не забирал. Вот это плохо. Без моей камеры, боюсь, мне здесь делать нечего. И в электронной записной книжке очень много ценной информации. Да уж, дело дрянь. Пока дождемся новую фотокамеру с большой земли, пройдет время, а его у нас как раз таки нет. Нужно попытаться отыскать твою камеру. Есть зацепка одна. Когда до упавшего вертолета добирались мои люди, то, как они говорили, столкнулись там с какими-то малолетками. То ли пацаны какие-то местные, то ли мародеры мелкие, не знаю. Много здесь всякого люда из окрестных поселков ошивается. Возможно, кто-то из них прихватил твою сумку, а может она где-то поблизости места крушения еще лежит. Я думаю, тебе следует сходить на место падения вертолета и самому там все внимательно осмотреть. Все правильно. Прежде чем искать запасные варианты, для начала нужно убедиться, что мое оборудование действительно потеряно. Как мне попасть на место падения вертушки? В ту сторону как раз сейчас собирается один наш человек. Он из местных, бритый его кличут, выполняет для нас кое-какую работу мелкую, осуществляет, так сказать, связи с местным населением. Именно он вместе с бригадой миротворцев с нашего северного блокпоста добрался до места крушения. Он сейчас собирается в небольшую деревеньку, что на северо-востоке расположена. Там один торговец находится, Сидоровичем его зовут. Приторговывает мелочевкой разной, скупает у диггеров и одиночек всякий хлам, который те из зоны тащат. Кое-что он и для нас делает. У нас с ним паритет, так сказать. А рядом с его бункером в деревне расположен лагерь одиночек. Сталкерами они себя называют. В принципе, нормальные ребята, только каждый сам себе на уме. Занимаются всякими раскопками и прочим собирательством. Пока от них проблем нет, мы их особо и не трогаем. Короче, Бритый, тебе более подробно все расскажет. Проводит до места и поможет, если что. Отыщешь свою фотокамеру, сразу возвращайся. А время не ждет. Все понял, генерал. А где искать Бритова? Он сейчас у нашего механика, у Марио. Марио по совместительству еще и повар наш. Найдешь их обоих в пристройке к гаражу. Тут рядом, познакомишься заодно. Я о твоем визите им сообщу. Наверняка они, как всегда, сейчас языками чешут, без толку. Пусть лучше делом займутся. Ну, удачи тебе, фотограф. Спасибо, генерал. Пойду найду Бритова и в путь. Тоже отправляемся к Бритому. Ну и рожа. Я, кажется, памперсы на большой земле забыл. Да уж, рожа у него еще та.
Харя его. Так, тут у нас лежит манускрипт. Все, съел. Вкуснятина. Смотри, какая у них экипировочка. Друзья, подписывайтесь на канал, если вам интересно прохождение данной модификации. Я стараюсь все показывать, ничего не вырезать. Если что-то будет и вырезано, то это чисто мои где-то ошибки или слишком затянутые моменты. Смотрите-ка, у них какой тут автомобиль стоит, у него еще и фары горят. О, смотри, как круто смотрится все это дело. Это, кстати, я видел очень такой необычный автомобиль. А, вот же он. Да, вот такой вот автомобиль. А, смотрите-ка, у него еще и тут, походу, пушки. Наверху еще вон пулемет стоит. Это, кстати, штука. Смотрите, как крутится. Возможно, на нем удастся потом еще и покататься. Так что, друзья, подписывайтесь на канал. Включайте, проверяйте колокольчик. Взял. Камушек как камушек. И вот тут-то, значит, и сработало. Buongiorno signore, mi chiamo Mario Benelli. Come sta? Prego. Да-да-да. Повар Марио. Доброго дня. Ты бритый? Да, это я. Генерал уже предупредил и попросил тебе помочь. Я в курсе, что ты ищешь фотограф. Ну так что, ты покажешь, где упал наш вертолет? Да, я как раз в ту сторону сейчас собираюсь выдвигаться. Пойдем со мной, покажу место. В той стороне вроде бы сейчас все спокойно, если только зверье какое в лесу шастает. Но мы аккуратненько обойдем опасные места. Не знаю, сможешь ли ты там что-нибудь интересное отыскать. Мы вроде бы в тот раз бегло все осмотрели рядом с вертушкой. Хотя, честно скажу, сильно много времени, чтобы досконально осматривать то место, тогда у нас не было. Ну, поэтому и нужно мне самому все внимательно осмотреть. Ты мне, кстати, вкратце обрисуй ситуацию, что там произошло, когда ты меня с военными нашел. Да ничего особенного, когда мы добирались до места крушения северного блокпоста, то еще издалека заметили какое-то движение в районе упавшей вертушки. Подойдя поближе, увидели рядом с обломками небольшую группу пацанов каких-то. Они пришли либо на место падения вертолета поглазеть, либо помародерствовать, но нарвались на стаю кабанов. Одного из них кабаны задрали, другие из обрезов во все стороны полили, пока мы их и не спугнули окончательно. Короче, смылись они. Возможно, что-то с собой успели прихватить. Ну что, пойдем на то место? Да, нужно выдвигаться, время не ждет. Да, выдвигаемся. Итак, друзья, вот мы добрались уже и до вертолета. Короче, добрались мы нормально. Да, жалко ребят. Ох, чувствую, неспроста это случилось. Ага, а вот один из мародеров. Мертвый, у него вот записная книжка, электронная записная книжка фотографа. В ней огромное количество различных наблюдений и ценной информации, собранной за последние годы, а также большое количество различного фотоматериала и бинт у него был. Так, ну, теперь, наверное, можем возвращаться. Убирай ствол, мужик, а то разговора не будет. Да, спокойно. Кое-что из своих вещей я нашел во внутреннем кармане трупа, но это далеко не все. Самого главного нет — фотокамеры. Так, значит, все-таки это были мародеры, мать их. Ладно, фотограф, значит, не все еще потеряно. Скорее всего, фотоаппарат остался у дружков мертвеца. Возможно, и удастся вернуть твой фотик. И каким же образом? Я сейчас иду в деревню, где лагерь сталкеров-одиночек. Как ты понимаешь, к мародерам у них отношения соответствующие. Многие из ребят попадали в засады, устроенные этими тварями. Тебе нужно будет переговорить с тамошним торговцем, Сидоровичем. Он у нас типа информационный центр. Я тебя к нему отведу, расскажешь, в чем твоя беда. Он наверняка подскажет, как можно найти мародеров, которые фотик стырили.
Ты вселил в меня надежду, парень. Пошли скорее в лагерь. Ну, короче, идем в лагерь к Сидору. Так, вот мы и в деревне той сталкерской. Это ребята музыку где-то включили. Так, давай быстрее уже болтайте. О, Семен, здоров! Где пропадал? Давно тебя видно не было. Да с бригадиром тут по одному делу ходили. А ты-то как? Да здесь столько всего происходило за последнее время. Столько тебе рассказать хочу. Но некогда сейчас. Я тут к Сидору человека одного привел. Дело у него важное. Да и человек непростой. Пропускай давай, потом побазарим. Да, потом поболтайте. Давай уже, вали быстрее. Так, сейчас поболтаем. Сидоровичем тут у него бинтик. Говорит, здорово, че притащил? Приветствую, торговец. Выкладывай, кто такой будешь и зачем пришел, странник. Зови меня фотограф. В зоне совсем недавно попал в аварию. Вертолет, на котором летел на базу миротворцев, разбился. Выжил только я один. Только что был на месте крушения и искал кое-что из своих вещей. Мне бритый помог до места добраться. Я нашел там свою сумку и недалеко труп мародера, у которого был «Зови меня фотограф». В зоне совсем недавно попал в аварию. Вертолет, на котором летел на базу миротворцев, разбился. Выжил только я один. Только что был на месте крушения и искал кое-что из своих вещей. Мне бритый помог до места добраться. Я нашел там свою сумку и недалеко труп мародера, у которого было кое-что из моих вещей, но самого главного, цифровой камеры, там не было. Бритый говорит, что вещи мои могут быть у других мародеров, которые вместе с тем мертвым были на месте крушения и где-то неподалеку тут теперь скрываются, и ты сможешь помочь мне их отыскать. Ага, значит, ты и есть тот самый корреспондент. Слышал о твоих бедах. Да, мародеры в последнее время сильно распоясались. Простым сталкерам проходу не дают. Засады устраивают, житья от них не стало. Я тут недавно ребят-одиночек, что постоянно заходят ко мне по делам и за товаром, объединил в деревне в небольшой отряд. Охрану несут теперь круглосуточно, рейды небольшими группами осуществляют. Сообща с мародерами сподручнее бороться. За старшего у них опытный диггер по прозвищу Бригадир. Я ему шепнул про твою беду. Ребята как раз выследили стоянку этих гадов и готовят на них облаву. Лишний ствол им не помешает. Тем более, что из опытных бойцов у них один бригадир. Да, может, еще и пара ребят. Так что иди, познакомься с бригадиром, глядишь вместе со сталкерами и накроете банду. А там, может, ты найдешь свою фотокамеру. А где в деревне мне найти бригадира? Да он тут рядом, по делу отходил ненадолго. Должен уже, по идее, вернуться. Я сейчас ему сообщу про тебя. Найдешь его в доме на окраине деревни. Иди. Ясно, пойду. Найду бригадира. Вот и отлично. Так, снова бригадир у нас тут недалеко в соседнем домике обитает. Сейчас поболтаем и с ним. Так, где-то он тут вроде был. Сейчас уже можно будет включить звук. Так. Бригадир. Приветствую, уважаемый. Корреспондент. Здорово. Сидорович сообщил о тебе, рассказывая, что не поделил с мародерами. Вернуть мне нужно одну очень дорогую и необходимую мне для работы вещь. Эта вещь фотокамера, и она, скорее всего, у мародеров, которые стыбзили у меня ее вместе с другими вещами, пока я без сознания валялся после аварии вертолета. Ну, ты, наверное, уже слышал об этом. Так вот, мне нужно постараться как можно быстрее найти этих воров, пока они, не дай бог, чего не сделали с моей камерой. Сможешь помочь? Слышал я про упавшую вертушку, и про тебя слышал. Помогу. Тебе Сидорович, наверное, сказал, что мои ребята выследили временную стоянку небольшой банды мародеров. Недалеко тут. Надо бы на них облаву устроить. Да вот только что-то смельчаков немного пока нашлось. А ты, я вижу, опытный солдат и не раз бывал в разных передрягах. Предлагаю тебе взаимовыгодное, но слегка рискованное дельце. Ты как старший, вместе с небольшой группой моих ребят устраиваешь облаву на мародеров. И по ходу пьесы забираешь у их главаря его ПДА. А при чем тут ПДА главаря мародеров?
Мародеры хитрые твари, они с собой редко ворованный хабар таскают, награбленное внучки прячут. Типа, если что, если их кто-то поймает, они не при делах, просто заблудились. А потом, когда поспокойнее становится, по-тихому все забирают. Я думаю, что и твои вещи, скорее всего, уже давно в каком-нибудь хитро спрятанном тайнике лежат. Так вот, у их главного в ПДА должны быть обозначены места всех сделанных тайников. Заберешь ПДА, сможешь там найти записи о тайниках с указанием их содержимого. Мародеры хоть и хитрые твари, но особым умом не отличаются, поэтому шифровать информацию еще не научились. Узнаешь о тайнике, в котором твои вещи, а потом вот этот самый ПДА мне принеси. Ну что, согласен на такое взаимовыгодное дело? Согласен. Кто покажет дорогу? Рядом с этим домом, где мы с тобой сейчас находимся, как раз те самые ребята, что выследили мародеров. Сидят языками и чешут. 4 их. Не ахти какие бойцы, но все же. Вот с ними вместе и пойдете мародеров наказывать. Иди, я им сообщу, чтобы собирались. Следуй за группой, они тебя к месту доведут. Ну а там действуйте по обстановке. Не мне тебя учить, что делать. Про ПДА не забудь. Принеси мне его, я в долгу не останусь. Дам тебе для этого благого дела укороченный АК-74 и пачку патронов к нему. Автомат не новый, конечно, но в полном порядке. Все понятно? А что тут не понимать-то? Давай автомат и пойду посмотрю, с кем бок о бок воевать придется. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Прием. Информацию принял. Вот и АКС. Отлично. Чё, пацаны, двинем? Да? Ну, поехали, парни. Да, поехали. Но, друзья мои, в следующей серии будет все это дело. Если интересно прохождение данной модификации, поддержите видео лайком, комментарий там, парочку комментариев напишите. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание, спасибо за просмотры. Все ссылки в описании, также ссылка на мод в описании, ссылка на плейлист в описании. Добавляйте, сохраняйте к себе плейлист, этим вы тоже помогаете моему каналу и продвижению данного плейлиста и видоса и в общем всего. Да и в плейлисте, в общем-то, удобнее будет смотреть, когда в них будет больше серий. Так что всем спасибо за внимание, скоро выйдет следующая серия, так что подписывайся, если ты еще не подписан. Ну и посмотри там еще парочку видосиков других, а я пойду записывать дальше продолжение. С вами был, как всегда, Форест, канал Форест Плей. Пока.